Торт «Наполеон» – удивительное лакомство. Получается у всех, кто возьмется. У всех, кто будет смотреть внимательно этот рецепт и повторит его в точности. 1 килограмм муки, 400 граммов хорошего сливочного масла. Запомните эту цифру. А секрет состоит в том, что масло необходимо очень крепко заморозить и натирать на терке как можно скорее, и пересыпать его с мукой, для того, чтобы масляная стружка оказалась как бы обсыпанная в муке. Второй секрет очень прост. Не спорить с пропорциями. Килограмм муки, 400 граммов сливочного масла. Холодные руки и прохладное помещение. В горке муки с маслом сделайте углубление наподобие жерла вулкана и вбейте туда 1 куриное яйцо. А еще понадобится 250 мл холодной и подкисленной уксусом воды. В стакан воды добавить 2 столовые ложки 9% столового уксуса и 1 чайную ложку соли. Этого достаточно. Размешайте соль, чтобы она растворилась, и влейте в воронку, в жерло вулкана. Поначалу тесто замешивать не руками, а непременно металлической ложкой. Это уже третий секрет, но объясняется он очень просто. Ни в коем случае масло не должно растаять. Понимаете, вот эти стружки масла в готовом тесте так и должны остаться отдельными кусочками. Дело в том, что в масле, помимо хорошего, очень вкусного, ароматного молочного жира, содержится еще и белок, растворенный во влаге. Вот эта влага, вода, при выпекании листов теста будет вскипать и надуваться пузырями. И тесто получится слоеным. Куда уж проще, потому что если готовить настоящее слоеное тесто, то вот это да, это по-настоящему тяжелая работа. Четвертый секрет. Часть работы неизбежно приходится делать руками. Так руки обмакивайте в холодную, в ледяную воду, вытерли насухо и скорее. С этим тестом работать надо очень быстро. Колбасу теста разрезаем на 2 части, затем на 4, а дальше все зависит от размера вашего противня. Я буду выпекать на круглых противнях размером 30 сантиметров, поэтому делю тесто на 16 частей. Если ваш противень больше по площади, делите на 12. Если еще больше, делите на 9, ну или на 8. Все очень просто. И это 5-й секрет. Геометрию и математику надо учить даже тем, кто хочет стать поваром. А вот 6-й секрет, он совсем другой. Если бы у нас в кухне сейчас было довольно тепло, до температуры, скажем, выше 20 градусов, то пришлось бы охладить тесто, прежде чем лепить из него сочни. Вы поняли, как лепить сочни? Приподнять края теста кверху, скатать как бы ножку у грибочка, а потом, что-то вроде похожее на шарик. Тесто отправляем в холодильник. А вот второй порции масла, еще 400 граммов, необходимо согреться обязательно. Пусть постоит. Желательно иметь температуру масла 20-25 градусов. Необходимо взять толстостенную кастрюлю, какой-то эмалированный казан, либо кастрюлю из нержавеющей стали. Мы сейчас начинаем готовить крем. Берем 4 яйца. Некоторые берут только желток. Но, поверьте, можно взять и желток, и белок, и все получится хорошо. Это даже и не секрет. Считать не будем. Яйца необходимо не то чтобы сбить, а просто разболтать, размешать, чтобы белок и желток приняли однородную консистенцию. А вот теперь секрет. Секрет номер 7. Сахара необходимо взять 400 граммов. Даже и не пытайтесь приготовить какой-то диетический вариант торта «Наполеон». Наполеон – это лакомство. Его едят понемногу. Его едят очень редко. 3-4 столовые ложки муки добавить к яйцам.
А теперь секрет номер 8. На Наполеон хорошо бы брать молоко с 6% жирностью. Но обычно в магазинах продают 3,5-4% жирности. Так добавьте сливок, и все будет очень хорошо. 1,5 литра молока постепенно, тонкой струйкой, при постоянном помешивании вливаем смесь яиц и муки. 9-й секрет, пожалуй, что самый вкусный, ну, по крайней мере, самый ароматный. Это натуральный стручок ванили. Но стручок ванили содержит очень мелкие черные семена. И некоторых едоков крем с черными точками смущает. Так вот, секрет состоит в том, что если ваниль поварится, а точнее согреется вместе с молоком до 72-75 градусов, то аромат свой она уже передаст. А стручок ванили можно промыть, просушить и потом использовать еще раз. Вы прослушали только что 10-й секрет. Крем сгущается при температуре 72-75 градусов. Этого достаточно. Крем кипятить не надо. Пусть заготовка под крем остывает. А мы тем временем займемся тестом. Колобки разминаем в этакий оладушек. Духовку на 200 градусов. И начинаем раскатывать тесто. Знаете, иногда в продаже встречаются металлические скалки, как бы из нержавеющей стали. Но встречаются еще скалки, у которых с одной стороны крышка, и в вал скалки засыпается ледяная крошка вместе с солью. Соль заставляет таять лед. И такая скалка работает как холодильник. Наполеон можно печь даже летом. Кстати, вот тесто для пахлавы тоже раскатывается при помощи такой скалки гораздо лучше. Но сейчас в нашей кухне-студии довольно прохладно, и все получается хорошо даже при помощи деревянной скалки. О, печка сигналит. Нагрелась. А у нас тесто еще не готово. Его еще необходимо наколоть вилочкой для того, чтобы оно не поднималось, для того, чтобы оно не пузырилось слишком сильно. То есть, понимаете, слои-то в тесте все равно образуются, но торт сам получится не полуметровой высоты, а всем привычных 10-12 сантиметров, что, на мой взгляд, выглядит очень хорошо и вкусно. Тесто очень тонкое, очень нежное, рвется легко, поэтому на противень его переносим при помощи скалки. Сколько минут будет выпекаться каждый корж, зависит от мощности вашей духовки и от размеров коржа, разумеется. Но я думаю, что времени как раз хватит, чтобы раскатать следующий лист теста. Ну а так 10-12 минут, и весь дом наполнился ароматом предстоящего праздника. Вы не представляете себе, как вкусно пахнет это тесто. 11-й секрет состоит в том, что коржи при выпечке стягиваются. Мы раскатывали его 30 сантиметров, а осталось 26. Иногда это очень важно, особенно если вы придумали какую-то очень красивую подачу вашего Наполеона. Использование узбекского инструмента чекич, которым набивают узоры на лепешках, я за секрет не считаю. Это просто удобно. Но можно сделать и при помощи вилки, и при помощи острия обычного кухонного ножа. Да и какая разница, кто разглядит эти узоры в готовом Наполеоне? Никто. А вот цвет коржей, их консистенция, их вкус, аромат и даже хруст, вот это все очень важно. Наблюдайте за коржами, чтобы и не пригорели, не дай бог, но чтобы и белыми не остались. Коржи готовы, пусть остывают, а мы айда масло взбивать. Масло необходимо взбить до тех пор, пока оно не приобретет белый цвет, пока оно не станет, консистенции хорошей сметаны. Самое время поделиться 11-м секретом. Вот эту заготовку, заварной крем, можно было бы и не готовить. Ее можно заменить сгущенкой. Разумеется, сладкой сгущенкой. Конечно, и вкус, и аромат будут уже немного не такими, но, честное слово, мне крем со сгущенкой нравится с самого детства. Иногда и для себя так и готовлю.
Ну а так заварной крем добавляется в сливочное масло очень постепенно. Ваниль не забыли убрать? Помойте, просушите, пригодится. Еще поработает. Ваниль специя дорогая, но заменить ее ванилином, мне кажется, нехорошая идея. Лучше уж обычный крем. Масло, яйца, сахар – это тоже очень вкусно и тоже достаточно ароматно. Особенно если масло выбрали хорошее. А теперь не секрет вовсе, а, скажем так, кухонная хитрость. Для того, чтобы первый корж не ерзал на форме, на которой мы будем собирать Наполеон, смочите форму водой. Корж прилипнет к этой форме, и какая разница? Коржам все равно предстоит слегка размокнуть от крема. А первый, самый нижний корж, размокнет меньше других, потому что он смазывается кремом только с одной стороны. Каждый слой – это 2-3 столовые ложки крема и растягивать силиконовой лопаточкой. Скажите, пожалуйста, а есть у вас вот такая вращающаяся доска? Очень удобно. Если нет, можно, конечно, и обойтись. Можно вращать саму форму, да, и просто лопаткой размазать. Но это так. Удобство и некоторые удовольствия на кухне. Помню, в детстве стоял так возле стола, когда мама Наполеон собирала, слюнки глотал, ждал, когда позволят облизать кастрюлю из-под крема. Господи, до чего же это было вкусно! До чего же теплые воспоминания остались у меня от детства, благодаря тому, что мои родители не ленились радовать нас, детей, вкусной едой. Хотя и годы тогда были, скажем так, не самые тучные. К примеру, мама никогда не использовала для украшения Наполеона молотые грецкие орехи. Она обрезала края Наполеона, крошила их и украшала Наполеон вот этой самой крошкой. А теперь у нас, посмотрите, и орехи грецкие очень вкусные, и ягоды какие аппетитные. Но не надо расходовать ягод слишком много. Каждую ягодку лучше разрезать пополам. Это мой 12-й секрет. С орехами и ягодами Наполеон превращается просто во что-то неописуемо вкусное. Ну да, Наполеон обычно пекут зимой, и зимой ягоды стоят очень дорого. Но их понадобится по самой маленькой коробочке. И кроме того, Наполеон все-таки это такой торт, который пекут раз в году. Этого достаточно. Лучше раз в год покушать очень вкусный Наполеон, а в остальные дни приготовить еду попроще, но которая запомнится нашим детям ничуть не меньше, чем торт Наполеон. Наполеон, прежде чем подавать, необходимо выдержать в холодильнике 10-12 часов. Заварите крепкий чай, нарежьте лимоны. Если есть вкусные домашние варенья, и варенье тоже давайте на стол. Да пусть уже, как говорится, слипнется, но праздник есть праздник. Это Новый год наступает. Сахарной пудрой, как снежком, припорошим ягодки. И на большой торт тоже. Давайте. Чтобы пудра легла красивее, сдуйте лишнее. Уходи 21 год. Приходи счастливый, 22-й.